Сегодня готовим невероятно мягкий, как пух, молочный шоколадный хлеб, который называют шокупан или сёкупан или чокупан, кто как. Готовить будем, конечно, на закваске. Этот хлеб можно приготовить на плотной закваске, если у вас есть левита мадра, можно приготовить на стопроцентной пшеничной закваске. В этом видео покажу, как перекормить стопроцентную закваску в сладкий плотный стартер и приготовим вкусный нежный шоколадный хлеб. Готовится он, очень просто. Для приготовления плотного сладкого стартера или закваски нам понадобится 80 грамм воды комнатной температуры. Сюда же я добавлю 60 грамм стопроцентной пшеничной закваски, она у меня сейчас активна на пике. В принципе, можно использовать либо холодную, либо на пике, такая, какая у вас есть. Холодная закваска, конечно, будет подниматься немного дольше, учитывайте этот момент. Воду я смешиваю с закваской, сюда же добавлю 30 грамм сахара для активации и для подъема количества дрожжевого состава в нашей плотной закваске и хорошенечко все это перемешиваем до полного растворения сахара. Как только сахар и закваска растворились, добавляем сюда муку. Здесь у меня идет 190 грамм белой муки. Белую муку я использую точно такую же, которую я буду использовать для хлеба. То есть это мука с хорошим белком 11.7, мука белая общего назначения. Все это хорошо перемешиваем до полного объединения ингредиентов и до образования хорошего относительно однородного комочка. На этом этапе наша закваска будет готова. Делаю я эту закваску обычно с вечера, накануне приготовления хлеба. Сейчас у меня в районе 8 вечера. Температуры дома в районе 23-24 градусов по Цельсию. Эту закваску, большой комочек достаточно получился, я переложу в большую банку. Она поднимется в 4-5 раз, поэтому тоже учитывайте, когда берете емкость. И оставляю ее на столе при комнатных температурах до утра. К утру она хорошо поднимется. Утром для начала нужно будет растопить немного шоколада, всего 80 грамм. Для этого я делаю водяную баню. В нижнюю миску налила кипяток и сверху просто поставила шоколад и отставлю до приготовления теста. Как только тесто подойдет к нужному этапу, шоколад как раз растопится и будет готов к введению в наше тесто. В это время закваска у меня тоже уже поднялась. Смотрим на закваску, она пушистая, хорошая, пахнет очень хорошо, сладко куличом. Готовим тесто. В дежу миксера я всыпаю всю муку, здесь по рецепту идет 420 грамм белой муки, белок 11,5-12,5. В принципе, в районе этого количества белка можно взять. 40 грамм сахара уже всыпала, 8 грамм соли тоже всыпала и добавляем 15 грамм какао. Все эти сухие ингредиенты я сначала перемешаю венчиком, для того, чтобы просто взрыхлить муку и разбить большие комочки. Моя масса готова. Сюда же добавляем жидкие ингредиенты. Это молоко, 180 грамм молока комнатной температуры. Сюда же добавляем сливки 100 грамм. Можно, в принципе, взять любой жирности, но у меня сливки жирные 33%. И также сюда добавим одно яйцо комнатной температуры. Напоминаю, что комнатная температура у меня в районе 23-24 градусов по Цельсию. Сюда же добавляем весь наш плотный сладкий стартер, который получился. Добавляю я его частями, потому что так легче будет вымешивать. Теста получается много, количество этого теста идет на 2 небольшие буханочки хлеба. Объединяю все ингредиенты лопаткой, просто чтобы мука не разлетелась во время вымешивания во все стороны. Надеваем крюк на наш миксер, опускаем крюк и ставим на самую низкую скорость миксера, начинаем вымешивать. Как только тесто все объединилось, объединяется оно очень хорошо и собирается достаточно быстро, буквально 1,5-2 минуты. И давайте посмотрим, что у нас получилось, какой консистенции теста. Остановим и проверим это тесто на глютен. На этом этапе тесто должно уже выглядеть однородным, хорошего шоколадного цвета, но глютеновое окно все еще очень слабое и тесто хорошо рвется. Опускаем снова крюк и снова вымешиваем. И пока тесто вымешивается, а это тесто вымешивается очень хорошо и быстро, мы перемешаем наш шоколад. Шоколад у меня постоял на водяной бане и хорошо растопился. Все это хорошенечко снова перемешиваем, проверяем на однородность, чтобы все комочки растаяли. И я по-прежнему оставляю его на водяной бане. Вода немного уже остыла, но все равно она теплая, и это поможет шоколаду сохраниться достаточно жидким для введения в тесто. У меня прошло где-то примерно еще 1 минута, может быть 1,5, и снова проверяем тесто на глютен. Остановила я миксер, и, как вы видите, глютеновое окно уже намного лучше. На этом этапе добавляем половину нашего растопленного шоколада. Шоколад на этом этапе не должен быть горячим, он по-прежнему теплый, мягкий,
жидкий, но абсолютно не горячий. Распределяю шоколад по тесту и остатки вытираю просто об крюк. Снова включаем наш миксер на самую низкую скорость, продолжаем вымешивать до полного вмешивания шоколада. Остановила миксер буквально через 30 секунд и хочу показать. Вот то, что вы сейчас видите, разводы шоколада, это неравномерное вмешивание шоколада. Продолжаем вымешивать на этом этапе, опять опускаем и вымешиваем до однородного цвета и консистенции. Шоколад соединяется с тестом очень быстро, буквально еще несколько секунд, и уже совершенно другой цвет. Добавляем на этом этапе вторую порцию шоколада. Чтобы шоколад не затвердел во время вымешивания теста, продолжаем хранить его на водяной бане. Вода уже практически остыла, но все еще теплая достаточно, чтобы держать этот шоколад в таком жидком состоянии. Очищаю свою лопатку и опускаю снова крюк, продолжаем вымешивать. И как я уже сказала, шоколад вмешивается очень быстро, на данном этапе тесто очень мягкое и весь процесс занимает буквально 1,5, может быть 2 минуты. Как только тесто снова стало однородным и равномерно шоколадным со всех сторон, добавляем наш последний ингредиент, это сливочное масло. Оно должно быть мягкое, по массе 40 грамм. Масло я разделила на 4 кусочка и добавляю по одному. Жду после каждого кусочка до полного вмешивания масла. Масло вмешивается тоже очень быстро, 20-30 секунд после каждого кусочка достаточно, чтобы сделать вот такое мягкое, красивое тесто. Проверяем на глютеновое окно, и на данном этапе глютен уже очень хорошо развит. Посмотрите, какая тонкая пленочка получается, она не рвется. Тесто готово, и также хорошо развитое тесто очень хорошо сходит с этого крюка. Посмотрите, как аккуратно, не оставляя ничего практически на крюках и на стенках чаши. Тесто собралось в середине, гладкое, блестящее, и это тот самый эффект, который мы и ждем. Смазываю теперь миску свою растительным маслом, небольшого количества будет достаточно, и переложу тесто в эту миску. Тесто очень красивое, эластичное, блестящее и совершенно не прилипает к рукам. Решила немножко округлить, так тесто будет более аккуратное, более ровное и удобнее будет его потом вынимать из миски. Посмотрите, какое красивое оно получается, очень гладкое, блестящее, и это хороший признак хорошо развитого теста. Это тесто получается невероятно просто нежным, очень гладким и на ощупь как пластилин, очень приятное. Накрываем его крышкой и оставляем в теплом месте на 2 часа. Теплое место – это температуры 28-29 градусов по Цельсию. Через 2 часа давайте посмотрим, как выглядит тесто. Сверху это тесто мягкое, красивое и блестящее, снизу появились первые признаки брожения, небольшие пузыри. Выкладываем тесто на стол и обратите внимание, что стол я ничем не присыпаю, это тесто совершенно не прилипает. Поддеваю тесто с одной стороны рукой, и оно хорошо отделяется от миски. Переворачиваю его гладкой стороной вверх. Немного дегазируем пузыри, которые образовались, и разделим это тесто на 6 равных частей. Всего я буду готовить 2 хлеба небольшого размера, каждый будет состоять из 3 частей. Делю я на глаз, вы, конечно, если хотите, можете воспользоваться весами, чтобы кусочки были совершенно одинаковые и хлеб был совершенно идеальный. Я же сегодня делю на глаз. Посмотрите, какое красивое тесто, оно напоминает карамель, очень густую, красивую гладкую карамель. Каждый кусочек округляем, подгибаем все края под себя, формируем маленький такой шарик. И подобное округление наших заготовочек является предформовкой нашего хлеба. Сейчас заготовочки полежат, я округлю все оставшиеся кусочки таким же образом. Тесто немножко расслабится, глютен расслабится, и такие заготовки гораздо легче раскатать в нужную нам форму. Обратите внимание, как легко скатываются они в шарики. Просто очень приятно работать с этим тестом. Тесто по-прежнему гладкое и блестящее. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть нашим заготовкам 15-20 минут. В это время я подготовлю формы. Выпекать я буду в 2 вот таких формах. Эта форма первая синяя у меня не прилипает. Вторая форма прилипает, поэтому я ее застелила уже пергаментной бумагой. А первую я смажу немного растительным маслом. Буквально несколько капелек на дно.
прохожусь по всем сторонам, и этого будет достаточно. Форма у меня небольшого размера, размер их примерно 10 на 20 и на 10. И начинаем формировать наш хлеб. Для этого я беру заготовку. Муки у меня по-прежнему нет на столе никакой. И плавно раскатываю наш шарик в прямоугольный пласт. Примерно длина этого прямоугольного пласта где-то около 20-25 сантиметров. Раскатываем достаточно тонко и равномерно. Сейчас я выравниваю края так, чтобы заготовка была более прямоугольной и чтобы форма получилась более аккуратной. Снова слегка прокатываю. Визуально делю эту заготовку на 3 части, подхватываю первую часть, накладываю ее на вторую, выравниваю края. Затем с другой стороны подхватываю снова треть теста и накладываю снова его сверху. Если получилось так, что внутрь попал воздух, то лучше этот воздух выдавить с помощью легких нажатий рукой. И снова прокатываемся с помощью скалки по этой заготовке, растягивая ее еще больше. Примерная длина конечной этой заготовки около 30 сантиметров. Как только все края соединились, подхватываем самый кончик и начинаем скручивать в рулет. Здесь важно рулет не скручивать слишком плотно, скручиваем свободно, но так, чтобы не было пустот, но при этом и чтобы не было никакого натяжения. Все слои должны иметь возможность расширяться и хорошо подниматься равномерно. Первая моя улитка готова, я ее уже положила в форму и повторяем теперь со всеми оставшимися шариками тот же самый процесс. Скручиваем их в улитки или в рулеты. Они должны получиться примерно одинакового размера и соединяем все друг с другом. Получилось в каждой форме по 3 такие улиточки. Немножко приминаю вверх, так чтобы они были примерно одинаковой высоты. И накрываю пленкой и оставлю их на отдых. И дальше я их уберу в очень теплое место. Температура ферментации конечной 28-29 градусов, 27 можно сделать 26 в этом районе. И стоять они будут до тех пор, пока они не займут форму примерно на 80-90%, то есть полностью практически до самого верха. Мои заготовки стояли при температуре примерно 27 градусов и стояли они практически 7 часов. Чем ниже у вас температура, тем дольше они, конечно, будут подниматься, учитывайте это. Сейчас я подготавливаю смесь для смазывания нашего хлеба. Это 1 яйцо и 1 столовая ложка молока, которое я просто перемешала до полного объединения. Проходимся со всех сторон и покрываем полностью всю поверхность. Хлеб получается очень блестящий, поэтому очень качественно, хорошо нужно промазать со всех сторон. Сверху по желанию можно присыпать лепестками миндаля. Это в принципе красиво, симпатично. Миндаль поджарится и будет очень вкусный на поверхности. То же самое я сделала со вторым хлебом и убираем его на выпечку. И хлеб у меня выпекался при температуре 180 градусов по Цельсию 40-45 минут до золотистого цвета. Я поставила на режим низ с конвекцией и хлебушек у меня простоял вот ровно 45 минут. Пока хлеб горячий, вынимаем его на решетку. И посмотрите, какая красота у нас получилась. Не знаю, видно ли хорошо на камеру, но хорошо выбродивший ферментированный хлеб, он полностью покрыт мелкими-мелкими пузырями по всей поверхности хлеба. Это очень красиво. Хлеб невероятно мягкий, при легком нажатии пальцы просто проваливаются внутрь. Я даже не хочу сильно его мять, чтобы не испортить. Этот хлеб пахнет просто невероятно вкусно, шоколадом, вот этими шоколадными нотками, сдобой, но при этом он все еще остается хлебом. Это все равно хлеб, потому что количество сахара достаточно низкое. Этот хлеб буквально с намеком на сладость, по-прежнему у него хлебная структура и текстура. Очень хорошо подходит именно на завтрак, как десертный хлеб. Обязательно попробуйте этот хлеб приготовить, это просто большая-большая красота. Невозможно оторваться, хочется крутить его, разглядывать, он просто очень красивый. Как я уже сказала, со всех сторон покрыт очень мелкими пузырями. Красивая текстура, форма и просто невероятно мягкий, блестящий и золотистый. Вся семья уже сбежалась к вечеру, хотя у нас уже ночь, но все уже сбежались и очень вкусно пахнет, все хотят попробовать. Давайте отрежем и посмотрим, что внутри у нас. Этот хлеб особенно знаменит именно благодаря своей текстуре. Текстура у него очень мягкая и очень нежная, просто тающая во рту, как пух.
Его даже сложно резать, хлеб у меня все еще немножко теплый. Посмотрите, как мягко проседает хлеб под ножом. У него очень интересная тягучая структура. Посмотрите, как легко он мнется, складывается просто невероятно мягкий и нежный, как губка. Складывается просто как листочек бумаги. Его можно смять полностью, и он хорошо восстанавливает свою форму. Обязательно приготовьте этот хлеб, пройдите через это вкусовое удовольствие, и эмоциональное удовольствие, и визуальное удовольствие. Это просто удовольствие со всех сторон. И как обычно, если у вас остались какие-то вопросы, на вопросы я всегда отвечаю в комментариях.